тихом городке Салмон, расположенном среди зеленых холмов штата Колорадо, находилась небольшая ветеринарная клиника «Надежда». Клиника славилась своим заботливым персоналом и современным оборудованием. Здесь работали преданные своему делу ветеринары, готовые помочь любому животному, попавшему в беду. Главным ветеринаром клиники была доктор Аманда Палмер, женщина средних лет с добрыми глазами и мягкой улыбкой. Аманда посвятила свою жизнь заботе о животных и за годы на практике повидала немало удивительных случаев, но история, которая вскоре произойдет, навсегда изменила ее взгляд на ветеринарию и животных. Все началось в обычный вторник, когда в клинику позвонили из местного аэропорта. Сотрудник сообщил, что прибыл необычный груз из Вьетнама. 2 щенка, найденных на улицах Ханоя. Аманда немедленно отправила машину скорой ветеринарной помощи, чтобы забрать оттуда щенков. Когда малышей привезли в клинику, сердце Аманды сжалось от жалости. Перед ней лежали 2 крошечных существа, больше похожие на скелеты, обтянутые кожей, чем на живых собак. Старший щенок, несмотря на свою слабость, крепко обнимал младшего, словно пытаясь защитить его от всего мира. Аманда начала тщательный осмотр. Щенки были в ужасном состоянии, истощены, обезвожены, покрыты паразитами. У обоих была сильная простуда, а у младшего щенка Аманда заподозрила пневмонию. Но что поразило ее больше всего, так это то, как щенки реагировали друг на друга. Каждый раз, когда Аманда пыталась разделить их для осмотра, они начинали скулить и тянуться друг к другу. Старший щенок, которого Аманда назвала Скуби, постоянно пытался прикрыть собой младшего, получившего имя Рокки. Их связь была настолько сильной, что казалась почти осязаемой. Аманда рассказала историю щенков своей команде. Оказалось, что их нашли буддийские монахи во время утренней прогулки по улицам Ханоя. Бездомные щенки лежали в картонной коробке, промокшие под дождем и дрожащие от холода. Монахи из сострадания забрали их под свою опеку в храм. В храме щенкам оказали первую помощь, накормили и обогрели. Но быстро стало ясно, что им требуется серьезное лечение, которое монахи не могли обеспечить. Тогда они связались с Международной организацией по защите животных, которая смогла даже организовать перевозку щенков в другую страну. Аманда и ее команда разработали план лечения. Щенков поместили в карантинный бокс, где им назначили курс антибиотиков и противопаразитных препаратов. Маленьким животным ставили капельницы для восстановления водного баланса и давали специальное питание для набора веса. Первые дни лечения были критическими. Аманда практически не покидала клинику, постоянно наблюдая за состоянием Скуби и Рокки. Она замечала, что когда щенки видели друг друга, они казались спокойнее, и их жизненные показатели были лучше. Но по правилам клиники больных животных полагалось держать раздельно для предотвращения распространения различных инфекций. Шли дни, но состояние щенков совершенно не улучшалось. Несмотря на все усилия ветеринаров, Бадди и Рокки становились только хуже. Они отказывались от еды, теряли вес, их иммунная система, казалось, совсем перестала работать. Аманда не находила себе места. Она перепробовала все известные ей методы лечения, консультировалась с коллегами из других клиник, но ничего не помогало. Щенки угасали на глазах, и Аманда начала опасаться, что им придется прибегнуть к эвтаназии, чтобы избавить малышей от бесконечных страданий. Однажды вечером, в очередной раз просматривая истории болезней, Аманда заметила странную закономерность. Каждый раз, когда щенков приносили на осмотр, и они оказывались рядом друг с другом, их жизненные показатели немного улучшались. Но как только их разделяли, все возвращалось на круги своя. Эта мысль никак не давала Аманде покоя. Она вспомнила, как крепко щенки обнимались,
когда их только привезли из Вьетнама. Может быть, их связь была ключом к выздоровлению? Аманда начала искать информацию о влиянии эмоциональных связей на физическое здоровье животных. К своему удивлению, она нашла несколько научных статей, описывающих подобные случаи. В одном исследовании говорилось о том, как совместное содержание больных животных одного вида ускоряло процесс выздоровления. В другой статье рассказывалось о важности социальных связей для иммунной системы у разных видов животных. На следующее утро Аманда собрала консилиум. Она предложила коллегам рискованный план – поместить Скуби и Рокки в один бокс и лечить их вместе. Многие были против, считая это нарушением протокола и повышенным риском распространения инфекции. Но Аманда настояла на своем, чувствуя, что это может быть их последним шансом. После долгих дебатов было принято решение дать плану Аманде шанс. Скуби и Рокки поместили в специально оборудованный бокс, где они могли быть вместе, но при этом находиться под постоянным наблюдением. К удивлению всего персонала клиники, уже через несколько часов после воссоединения щенки начали проявлять признаки улучшения. Они стали более активными, начали есть и даже играть друг с другом. Аманда не могла поверить своим глазам. Казалось, щенки буквально вдохнули друг в друга новую жизнь. С каждым днем Скуби и Рокки становились все сильнее. Их иммунная система начала бороться с болезнями, а вес постепенно восстанавливался. Аманда внимательно следила за их прогрессом, документируя каждое изменение. Через неделю после воссоединения щенков произошло настоящее чудо. Анализы показали, что пневмония Рокки начала отступать. Еще через несколько дней исчезли признаки серьезной простуды у обоих щенков. Они начали набирать вес и все больше времени проводили играя, а не лежа без движения. История Скуби и Рокки быстро разлетелась по всей клинике. Персонал приходил посмотреть на чудесных щенков, которые, казалось, победили саму смерть благодаря своей невероятной связи. Аманда не уставала рассказывать коллегам о важности эмоциональной поддержки в процессе выздоровления. Новость о необычном случае быстро вышла и за пределы. Местная газета опубликовала статью о Скуби и Рокки, назвав их чудо-щенками из Вьетнама. Люди начали приходить в клинику, чтобы лично увидеть этих удивительных собак. Среди посетителей была семья Смит, Джек, Сара и их дочь Эмили. Они пришли в клинику, чтобы сделать пожертвования, но, увидев очаровательных Скуби и Рокки, влюбились в них с первого взгляда. Эмили, 10-летняя девочка с косичками, не могла оторвать глаз от играющих щенков. Смиты начали регулярно навещать Скуби и Рокки. Они приносили им игрушки, лакомства и, что самое главное, дарили свою любовь и внимание. Аманда заметила, как щенки оживлялись при виде своих новых друзей. Шло время, и здоровье Рокки и Скуби полностью восстановилось. Стал вопрос об их дальнейшей судьбе. Аманда понимала, что разлучать их нельзя ни в коем случае, но найти дом сразу для двух было очень непросто. Смиты, не раздумывая, предложили забрать к себе домой обоих щенков. Они понимали, насколько важно для Скуби и Рокки быть вместе, и были готовы подарить им по-настоящему любящий дом. Аманда была счастлива. Она не могла и мечтать о лучшей семье для своих подопечных. День, когда Скуби и Рокки уезжали в свой новый дом, был одновременно радостным и грустным для Аманды и всего персонала клиники. Они привязались к этим удивительным щенкам, но были счастливы, что те обрели любящую семью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.